Thank you. Спасибо. While we change, please stand up. Пока мы меняем изображение слайдов, будьте добры, встаньте, пожалуйста. And please make some exercise. И чуть-чуть подвигайтесь, давайте-ка. Поупражняйтесь. You need to refresh your brain. Чтобы мозг посвежел. Thank you. Спасибо. Thank you for the invitation. Спасибо еще раз, что пригласили меня. And thanks to Fernanda for an inspiring talk. И я очень благодарна Фернанде за очень вдохновляющую презентацию. I don't know if I'm a superhero, Не знаю, являюсь ли я супергероем, but I will do my best но to постараюсь. tell you about how we changed schools Расскажу вам о том, in как Gintoft. мы изменили школы в нашем округе Гент возле Капиталина. I think if we create better schools and better learning environments, then the kids will learn more and they will create a better world, which is much needed. Я думаю, что если нам удастся создать лучшую атмосферу для образования, то дети будут учиться лучше, а соответственно лучшие специалисты в будущем создадут лучший мир в будущем. And the word scope means push. Слово «скоп» по-датски означает «подталкивай». So we try to give our children a push for a better education and a better life. Таким образом, мы пытаемся дать нашим детям толчок к лучшему образованию и лучшей жизни. The project started in 1998 because we had an increase in the number of students over a 10-year period. Проект начался в 1998 году. Он был вызван тем, что резко увеличилось за декаду количество учеников в школах. We could see that we would go from 5,000 students to 7,500 students over this 10-year period. За 10 лет количество учащихся в школах с 5,000 увеличилось до 7,500. So this created a need for much more space, learning space. Поэтому появилась нужда в большем пространстве для обучения. And when we began, Вот как выглядело все, когда мы начинали. we could see that building new schools and rebuilding existing schools, the new walls would stand for another 40 years. Мы думали о строительстве новых школ, о перестройке старых и о том, что они будут, так как будут созданы, будут использоваться как минимум лет 40. So we had И to look into the future. нам нужно было постараться заглянуть в будущее. What was the need from society? What is the need for education? What would be the need for the child? И понять все будущие нужды общества, школы и детей. What would the future look for my daughter Sophie in 25 years' time after primary school, high school and university? Мы хотели понять, как все это будет выглядеть хотя бы лет через 25, а ведь учатся люди долгий период своей жизни. Это сначала начальная школа, потом средняя школа, потом высшее образование. We started with a political vision. Начали мы с того, что попытались заглянуть в будущее политически. We wanted the best future school with focus on the child, on every single child. И основной в нашей политике будущего было то, что мы хотим иметь в будущем лучшие школы, и школы эти должны быть сфокусированы на нуждах каждого отдельного ребенка. So we developed this
workflow starting from left to the right. И вот мы разработали такой план работы, очередность слева направо идет. At first, we wanted the schools to discover what should their pedagogical practice be. Сначала мы должны были определить, какова будет педагогическая практика, куда она будет развиваться. After that, they should develop how the organization in the school should be in order to support the pedagogical principles. Затем мы подумали, каким образом должна быть организована работа в школе, чтобы поддерживать эти педагогические принципы. And when they've done that, then we can start building and changing the physical environment. И уже придя к решению по этому поводу, мы начали разрабатывать физически помещения для получения образования. I think we also focused on some central values in the process. В процессе нашей работы мы основывались на следующих ценностях. We focused on dialogue and involvement, which creates engagement and ownership. Мы старались поддерживать диалог, атмосферу вовлеченности, а также чувство того, что это твое собственное. And that is an important experience because if the people who should use the new facilities are not involved in the process, they will not use them as intended. Дело в том, что если люди лишь используют то, что им дали, не участвуя в создании этого пространства, то они не будут использовать это так, как им хочется, так, как они предполагали. So, the participants, children, parents, employees, should clarify their intentions. Таким образом, все участники процесса, это учащиеся, их родители и работники школы должны четко выяснить, о чем им хочется. Or else we would have built in vain, we would have wasted some valuable resources. Если мы будем строить не так, как им нравится или мечтается, то это значит, мы будем зря тратить ресурсы. In the process, we have involved, as I said, children, parents, teachers, leaders, and inspirators. В процесс были вовлечены, помимо детей, родителей и преподавателей, еще и руководители, а также те, кто вдохновлял этот процесс. For example, here we used Lego serious play. Здесь мы, например, на полном серьезе играли в конструктор Лего. And it's an instrument who helps the teachers defining the pedagogical principles by building and putting things to work with Lego. Именно при помощи конструктора Лего учителя объясняли, как они будут осуществлять в новой школе свои педагогические принципы. We also used a lot of prototyping in the process. В процессе мы широко использовали моделирование. And it's a good way to take a quick view into the future. Моделирование позволяет недорого и быстро заглянуть в будущее. For example, in one school, we rebuilt one home area or classroom. Например, в одной школе мы перестроили только один класс. Then the teachers and children and so on could use it, and we could adjust it afterwards. Затем он был опробован учителями и учениками и, следуя комментариям, переделан. And then the school would come closer to the design that was meant to be in all of the school. Таким образом, нам удалось разработать оптимальный дизайн, который может быть применен во всех школах. We also used the principles of partnering. Мы также использовали принципы партнерства.
we involved designers, architects, entrepreneurs early in the process. Мы в самом начале процесса задействовали предпринимателей, дизайнеров и архитекторов. And it's a good thing because the superhero designers И это очень хорошо, потому что наши супергерои, дизайнеры, are very good to ask the why questions to all the teachers. очень хорошо умеют задавать вопрос, почему всем участникам процесса, особенно учителям. Well, let me now, in a very short form, tell you about the learning principle. Сейчас позвольте вкратце рассказать нам о наших принципах обучения. Today we should learn how to climb trees. Посмотрите, учитель говорит разным ученикам. Сегодня мы будем учиться лазать на деревья. It is obvious that the students have different potentials here in climbing trees and reaching the top. И совершенно очевидно, что у учеников разные способности в этом деле. У них разные шансы на успех. And we know from the brain science, neurosciences, that it's the same with human students. И мы знаем, это доказано изучением неврологии и также ученые, которые изучают мозг, знают четко, что то же самое и с учениками обычными. They also have different skills and potentials that we should support in the learning process. Очень часто по-разному раскрывается потенциал детей, и искусство учителя иметь нестандартный подход к детям. Learning is an activity that takes place in the student's brain. Обучение – это деятельность мозга учеников. In order to learn, you have to work. С тем, чтобы учиться, приходится работать. You have to work hard. И учеба – это тяжелый труд. You have to work hard on the edge of I can and I cannot. И учиться приходится настолько интенсивно, буквально на грани невозможного, невыполнимого. So we need to take the learning process to go from reproduction to construction. Если выполняется только знакомое, то будет лишь повторение, репродукция. А если захватывать незнакомую область, то это будет создание нового, конструкция. And that is why we need to design the learning environments so the students can work more. Таким образом, нам нужно так учебное пространство организовать, чтобы ничто не мешало ученикам учиться. Well, now I will move on to some more examples from the schools, beginning with the organizational layout. Теперь перейду к конкретным примерам школ и начну с просто организации пространства. Here you see a classical or typical school building with an entrance, hallways and 3 classrooms which duplicated over there. Здесь вы видите стандартное здание школы со входом, коридором рекреационным и по 3 класса с каждой стороны. And here you see a different layout. А вот другая планировка того же здания. We have put 3 classes together now, 75 students. Здесь мы объединили в одном помещении 3 класса, 75 учеников. There are 3 home bases. Но у каждого свой, так сказать, родной уголок. The hallway has changed to a working area. Коридор превратился в рабочую зону. There are small group facilities. Есть возможность посидеть небольшие группы. And also a place where the teachers can work in the near area. И есть неподалеку место, где могут работать учителя отдельно. Oh, it's very dark. Темновато получилось. Let me see. Сейчас попробую показать. Here is this is 2 sofas, which is a secure base. Вот 2 дивана, очень такое безопасное, уютное место.
we tried to design the areas so it would look more like home. Мы постарались делать такой дизайн, который напоминает домашнюю обстановку. And here you have a booth for concentration, preoccupation. А здесь место для занятий, там можно сосредоточиться. And you have a podium and organic table-shaped form. Здесь есть такая платформа, а также эргономичные, удобные для работы столы. And this is used for collaboration activities. Это пространство для совместных заданий, для сотрудничества. This is from Hellerup School, which is the only new build school in the project. Это картинки, изображающие школу Лекториум. Это единственное новое здание школы, которое было построено в рамках этого проекта. The school has no classrooms and no inner walls. В школе нет классов и нет внутренних стен. It bears 700 students. Школа на 700 учеников. And as you can see here, this is the same home area as before, with 1, 2, 3 bases. Здесь просто общая площадь и такие вот базы, соты созданы. So this holds 75 students, and 25 of them is sitting here in this hexagonal form. Там помещается 75 учеников, и вот 25 из них, вы видите, сидят в таком шестиугольничке. And it is used for short instructions and lectures. Этот шестиугольничек используется для кратких лекций или для того, чтобы выдать задания. Maybe 10 minutes time, and then the students should go out and work with the different assignments. Это занимает минут 10, а затем студенты расходятся и начинают выполнять задания. And on the top left you see a small kitchen, and there's the toilet facilities on the next. Наверху вы видите небольшую кухню и туалет. And this is used again as an indication of it should be like home, where you have the good facilities near and makes you secure. Вот такая домашняя обстановка создает чувство безопасности. We put a lot of effort in creating learning spaces in hallways. Мы постарались сделать так, чтобы в коридорах тоже было создано пространство для обучения. That was part of the idea of saving resources and not building too many square meters. Это позволяет сэкономить ресурсы и не строить огромное количество квадратных метров площадей. And on this school you can see a small concentration box, preoccupation box. Видите, здесь небольшой уголок, где можно сосредоточиться и позаниматься. And it's not, you cannot see, but the design on the wall is because in here we have the nature and technique facility. Вы видите такое панно на стене, оно отображает то, что в этом классе занимаются естественными науками. And notice this small carpet spot. А вот этот такой коврик. I'll come back to that in a minute. Я через минутку объясню его предназначение. Here is another example of creating learning spaces in hallways. Вот еще один пример создания мест для занятий в коридорах. You have the home area here, and you have more lounge style here. Здесь вот такие вот типа гостиных небольших созданы. And this is designed for students this age, 13 to 15. Это предположительно для детей возраста 13-15 лет. And they use this space to hang out and also to group work, going from the home base in the hallway. Они там и просто пообщаются, а могут и выполнять совместные задания. Here is a more lightweight solutions. Вот еще некоторые легкие решения. Here you can see the carpet spot again.
creating an informal learning space. Вот этот коврик, где можно поваляться, создает такое очень неформальное пространство для обучения. So you can imagine that students passing by in this transportation line, they will take more respect when they see the carpet rug which marks the learning space. Здесь проходящие мимо, ну, скажем так, обойдет этих ребят, потому что их пространство обозначено ковром. Again, you have the booth form holding two minor smaller groups. А вот такая как бы палатка или кабинка, в которой могут две небольшие группки разместиться. And they are partly shielded from the transportation lines, which moves this way. Опять же, частично ограждены от проходящих мимо. This is also an example of shielding. Это тоже пример создания таких уютных, защищенных мест. On the left you have the reading tube. This is a big one. We also have the smaller ones designed for 1 or 2 students. Слева читальная труба, это большая, а есть и поменьше, где можно устроиться в одиночку или вдвоем. And the young children likes to sit there and read every day. В таких трубах обожают сидеть дети от 6 до 9 лет, их оттуда не вытащить, так они любят там читать. And here you see a small cave under the staircase. А вот маленькая пещера, которую организовали под лестницей. This is in the school's library, where also the young children can lie in the cave and read and be shielded from the others. Это такой уголок в школьной библиотеке, где дети помладше могут уединиться и почитать. The letters here spell cave in Danish. И буквы эти по-датски означают пещера. Besides the point of focusing on the individual child, Но помимо того, что мы концентрируемся на нуждах каждого отдельного ребенка, we try to support the sense of community in the school, which is typically underlined by the school's traditions. мы стараемся в школе поддерживать и чувство общности, ведь это часть школьных традиций. So on the top left you see again Hellerup School, a big staircase which holds 650 students and their parents. Посмотрите, вид общей лестницы в школе Hellerup. Здесь помещаются 650 школьников с родителями. At another school you see a great handball-sized facility. А вот такой спортзал, где, опять же, можно его использовать как актовый зал. There's also a staircase as here and a small balcony. Тоже есть лестница и небольшой балкон. So the headmaster or teachers or students can talk in front of all school at one time. То есть перед всей школой кто-то один может, например, выступать с этого балкона. Это не обязательно директор, это может быть и ученик, который обращается ко всей школе. This is another example. We have built a new courtyard with a roof on top. А вот посмотрите, какой крытый дворик мы построили. There are a lot of stairs, you cannot see them all. Здесь масса ступенек, все не видны на фотографии. So again, all of the school can be assembled here. Здесь опять же может разместиться вся школа. And this environment also makes it possible for students to carve stone for the arts education. И здесь, например, проходят уроки резьбы по камню на уроках трудорезания. One more example of the community. This holds 300 students in the age of 6 to 9. Еще один пример создания чувства общности. Вот в этом зале можно разместить 300 учеников возраста от 6 до 9 лет. This is dug in under the schoolyard. Это пространство под школьным двором. The light comes from these courtyards, which are twisted. Свет, видите, отражается, идет как раз с улицы, свет есть. And we had to do this because this school is protected by a governmental code. Нам пришлось так сделать, потому что
Там здание находится под охраной государства. Because the existing school above ground was designed by the famous Danish architect Arne Jacobsen. Потому что здание школы на поверхности было создано знаменитым датским архитектором Арне Якобсен. Это здание видоизменять нельзя. So in the back of this open space you can see a facility to learn children how to home cook. И посмотрите, в этом пространстве есть еще и кухонька, где дети на уроках труда могут учиться готовить. And you can see a facility to move Есть там, где подвигаться немножко, размяться. Which is also used in the basic teaching sessions, where the teachers take the children down here and they can jump the alphabet. A, B, C. И у них уроки физкультуры совмещаются с изучением алфавита, там изучая буквы А, Б, В, прыгают с клеточки на клеточку. And both places are separated with heavy secure glass to reduce the noise. Различные пространства отделены друг от друга прозрачным, но звуконепроницаемым стеклом, поэтому друг другу шум не мешает. This is the same school, and this represents the most wanted need from the students. Это все та же школа, и здесь вы видите то, что больше всего было нужно ученикам. It's a toilet facility. Это туалет. And it was because they in the existing school they need to go to the toilet in the schoolyard in an uncharming facility. В старом здании школы, не переделанном, приходилось ходить в туалет на улицу, и там были неуютные помещения. So now the children are happy to visit the facilities. Этот туалет дети ходят с двойным удовольствием. You can see, I'm very engaged in moving, and it's because we know that movement enhances the learning process. Мы большое внимание уделяли тому, чтобы у детей была возможность подвигаться. Известно, что дети, которые двигаются, учатся лучше. So we took a lot of effort in making movement easy in the exterior space. Так что мы старались таким образом организовать внешнее пространство вокруг школы, чтобы детям было удобно продвигаться. And here you can see a sports facility which is shared by the primary school and the high school, which is next to each other. Вот спортзал, где учатся ученики начальной и средней школы. Этих зданий находятся неподалеку. And notice the artificial grass, which makes it possible to move all year without getting mud into the school. Здесь искусственная трава, покрытие, которое позволяет бегать по ней круглый год, и нет проблемы, что дети грязь затащат в школу со двора. This is another example. This is a slope, Это склон, which we have dug in because here you have the school facility basement, which we dug out so you can get light and use it as an education area. Мы откопали этот склон. Здесь вообще-то был подвал школьный. Но мы здесь все расчистили с тем, чтобы это было еще одно пространство для обучения. So the children love it in winter time when there's snow or ice on it. They can slide down. Детям здесь очень нравится, особенно зимой, они это используют как катальную горку. And it's easy to make a break from the learning activities and just send them just outside the door and then make a run for it and then. Очень когда детям подвигаться на переменке, просто между уроками они могут выйти, покататься и вернуться. And here is another example where we use the hilly landscape to make a so-called movement-ready area. А здесь мы использовали естественный рельеф местности с тем, чтобы создать то, что мы называем местность готовая или подготовленная для физкультуры, для движения. We also focused on movement in the interior space. This is the
sports facility I mentioned before, and here is a library on top of it. Мы также сделали так, чтобы у детей была возможность подвигаться и внутри помещения. Вот, пожалуйста, стенка, по которой можно полазать, и рядом библиотека. So when I, in the late afternoon, go along with my daughter Sophie when she wants to play volleyball, Так что если после обеда я прогуливаюсь со своей дочкой, которую зовут Софи, и ей вдруг захочется поиграть в волейбол, I can visit the library at the same time and stand there looking down on her playing volleyball. мы можем зайти вот в эту библиотеку, и я могу что-то почитать, через стенку вижу, как она играет в волейбол. And notice the soft material on the library interior. Посмотрите, какие мягкие материалы использованы в интерьере библиотеки. A lot of children love to climb it and lying there reading. Детям нравится по ним лазать, и они любят читать лежа. A more cheaper way of creating movement inside is to take some gym mattresses. А еще очень недорогой способ предоставить детям возможность двигаться внутри помещения, это просто на полу обычных классов расстелить гимнастические маты. These have a puzzle form, and if you roll the tables on the side and the chairs on the side, you can easily make a floor designed for moving all kind of exercises. Эти панели синие, черные, зацепляются друг к другу, как детальки пазла, и их можно легко убирать, снимать, расстилать на любую площадь. Можно разделать быстренько мебель и позаниматься спортом. And again, you can use this in the learning activities to make the learning process more interesting and motivating. И опять же, если обучение сочетать с движением, то обучение и интереснее, и эффективнее. Помните, я говорил о прыжках при изучении алфавита? One experience I will pass along to you is that it's an easy part to change the physical environment, but И хотел бы вот каким соображением с вами поделиться. Вы знаете, достаточно легко изменить вещи физически, легко создать или передвинуть стены. But changing the inside walls in the brains, the way we have been teaching in over 100 years' time, is the hardest part. Но самое трудное – это изменить свою ментальность, изменить ту методику, тот подход к обучению, который существует уже сотни лет. And by that I mean the teachers find it very hard to change their practice from standing like I do and teaching to making you all work. Очень трудно переучить учителей, очень трудно сделать так, чтобы они перестали вот стоять и выступать в лекции, как я сейчас перед вами, а как-то интерактивно здесь вне себя вести, с тем, чтобы все они были чем-то заняты, они просто сидели и слушали. So that is why I, in the start, focused so much on involvement and dialogue, which creates engagement and ownership. Поэтому я и начинала с того, что упомянул диалог и вовлечение, которое, в свою очередь, содействует креативности и чувству того, что это твое собственное, что ты сам создал. So I just have one final advice to you. И один совет напоследок. You should focus on the children in the design process because they are the future. В процессе дизайна нужно думать прежде всего о детях, потому что это наше будущее. So, I would like you to turn to the person next to you and talk about what was the most interesting part. 1 minute each person. А теперь я хочу вам дать такое задание. Каждый повернется к соседу в парочках и обсудит, скажет, что было самое интересное, что нового вы поняли, или может быть какие-то у вас идеи. Но упражнение 1 минута дается. Please. Значит, previous session in the very end, but since you're leaving, I think we should ask people to ask the questions now. Yeah? I'm finished.
Но поскольку Пер сейчас уезжает посмотреть несколько городских школ, я предлагаю вам свои вопросы, если они есть, задать сейчас, чтобы не откладывать. Есть ли какие-то вопросы или комментарии относительно презентации? Ну, если нет, тогда мы Такой вопрос возник. А что насчет места для учителей и как они вовлечены учительские, что-то такое? Yes, we have changed the normal library to a pedagogical supporting place. Обычную библиотеку мы теперь сделали центром поддержки учителей. So it's different from school to school, but in most schools the teachers have working facilities there. Это немножечко иначе, чем в обычных школах, но часто и в обычных школах именно в библиотеке собираются учителя, там у них учительская. And in many schools we also have small teachers' teams facilities near the children. И иногда у нас такие мини-учительские возле детских классов находятся. В аудитории, наверное, учительки, или только мы вдвоем смотрели на ТВ, да? Есть еще да, ну, очень приятно, так как здесь другие. У нас просто маленький вопрос. У нас вот тоже школа необычная, жаль, что вы ее сегодня не посетите. И что такое вот такая образовательная среда, у нас это нормально. То есть у нас тоже в Санкт-Петербурге есть такие школы, которые можно смотреть. Но у нас просто вопрос такой. Мы не услышали ответ на вот эту мягкую плюшку. Что это было на стене около класса? Коврик, вот панно сказали, а про плюшку такую в виде капли. Что это было? It's like a rubber material, like a gym mattress you roll out. Она такая прорезиненная, как для физкультуры, для занятий. Такой матрас. Should it be beaded or you can put it on the floor? You can put it on the floor. Нет, можно снять со стены, положить на бок. И там несколько, они соединяются вместе, и тоже как кусочки пазла можно сделать такой коврик побольше, поменьше. Спасибо, было очень интересно и полезно с воздействием. Здравствуйте. Я хотела спросить, стоит ли вначале разграничить пространство для учащихся и для людей? Или их можно размещать в каком-то одном общем пространстве, чтобы они там помимо занятий еще как-то общались? I think they should be more together. Я считаю, что учителя и ученики должны быть как можно больше вместе. In Denmark we have a tradition that the children go outside in the schoolyard when they have breaks. У нас в Дании такая традиция. Дети выходят во двор погулять, поиграть во время перемен. And it is also the period where the level of conflict is the highest between students. И было обнаружено, что именно во время перемен большая часть конфликтов возникает. То есть вот именно самое время конфликтов, переменка. So we need the adults to be near the children even when Поэтому they have мы breaks. считаем, что даже во время перемен все-таки взрослые должны быть среди учеников.